привет, меня зовут Женя, и вы на моем канале о вязании Your Happy Toys. Сегодня понедельник, прекрасная погода, у нас жара, и вязать, если честно, довольно сложно при такой жаре, когда в комнате, в квартире 30 градусов, руки потеют, и действительно вязать уже не очень хочется, неприятно, ты сам весь в мыле, в поту, и поэтому все вот эти вязальные процессы уходят на вечер, когда уже нет такого солнца, и уже когда более-менее ветерок. Я хотела попробовать повязать на улице, но там комары и мошки тебе просто не дают это делать, поэтому на улице нет никакого смысла. Сейчас я снимала видео к марафону кукольных дел мастер. Если вы еще не смотрели это видео, то я вас приглашаю посмотреть это видео. Переходите по ссылочке, которую я укажу внизу под видео. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите. Тем более, это последняя неделя, это итоговое видео марафона. Марафон длился 4 недели, и у меня 4 готовых работы, которые я и показываю в этом видео, полностью как бы подвожу итог. Одна из работ у меня здесь, рядышком лежит, это мальчик Женечка, вот здесь. Он еще не до конца завершен, на нем нет тонировки, но в том видео вы увидите, как я это делаю, как я тонировку всю, в общем, как я его завершаю. Мальчик на каркасе, у него гнутся ручки, гнутся ножки, снимается кепочка, комбинезон тоже снимается, туфельки снимаются, и это вы тоже в том видео можете увидеть. Голова поворотная. Мальчик Женечка связан по мастер-классу «Куколка Женечка», и там есть в мастер-классе, как вязать парик для девочки, и также есть в мастер-классе, как вязать парик для мальчика. Единственное, нету схемы вязания одежды, но я очень хочу уже закончить этот мой большой проект и навязать одежды, мастер-классы сделать на одежду и для девочки Женечки, еще дополнительно и для мальчика дополнительную одежду сделать, чтобы этот вот проект был полностью закрыт, чтобы у каждого было хотя бы по 3 комплекта одежды, и все, на этом завершить. Я сейчас вспоминаю, когда я последний раз начала, связала эту куколку и перелистывала тут свой блокнот, и я так понимаю, что примерно год назад я связала свою первую куколку Женечку, сделала на нее мастер-класс, и потом уже мальчика Женечку связала. И вот они у меня теперь такие, совершенно другие. Сейчас я, кстати, вам и Женечку покажу, погодите. Хочу показать вам девочку Женечку и мальчика Женечку такими, какие они стали сейчас. Посмотрите, как бы вам показать, какие они, как они претерпели изменения. И сейчас я сюда вставлю фото куколки, девочки Женечки и девочки мальчика, которых я вязала примерно год назад. Вот эта фотография, я вязала их на заказ, и посмотрите, какие они стали другими. Одна и та же схема, одни и те же руки, один и тот же крючок, но разные идеи, и посмотрите, какие они совершенно другие, вот вообще, мне кажется, у них и лица даже другие. Как это происходит, я не знаю. Поэтому и когда мы вяжем по какому-то мастер-классу, у нас у всех игрушки получаются разными. Вот не получается связать по одному мастер-классу какие-то одинаковые лица, одинаковые игрушки. Даже, видите, у одного мастера получается совсем другой персонаж. Как так, я не знаю. Это вообще волшебство ручной работы, мне кажется. На то она и должна цениться ручная работа, что каждая игрушка, она индивидуальна. Единственное, вот я сейчас смотрю на своих зайчиков в сарафане, и мне кажется, что, в принципе, когда я вяжу 2 игрушки одновременно, то у меня может получиться так, что они очень похожи. Вот тоже фотографию вам ставлю прошлых зайчиков, которых я вязала на прошлой неделе. Зайчиков, этих вишенок, как я их называю, но они очень похожи. Я их вязала одновременно, то есть сначала 2 головы, 4 уха, 2 ноги, 2 руки, 2 тела, и потом это все собирала. Есть у них, конечно, такие какие-то небольшие различия, но практически нет. Смотрите, я завершила вязание зайки. Вот такая она у меня получилась. Так, вязала я основной цвет. Это Alize Cotton Gold номер 382. Это белый Yarnard Jeans 01 цвет.
И посмотрите, за счет того, что Alize Cotton Gold тоньше ниточка, чем Yarnart Jeans, у меня получилась голова не такая большая, как обычно получается у моих заек. Вы, наверное, кто вязал, знаете, что у моих заек довольно такая большая головушка получается. Но вот в этот раз она какая-то вот другая, поменьше голова. Соразмерно все выходит. В общем, сейчас я приступаю к вязанию не сарафана, а платья. Платье из мастер-класса по кошечке Аси. Если вы смотрели прошлые мои видео, то вы помните, что это платье для зайчика тоже очень хорошо подошло. Единственное, я его, наверное, чуть-чуть подлиннее сделаю. Вот такой вот цвет мы определились с заказчиком. Это 59-й Yarnart Jeans. Прекрасный, розовый, вкусный цвет. Как он мне нравится. В общем, я от него балдею. И поясок у платьица я хочу сделать или вот такой вот зеленый, это, по-моему, номер 11, или вот такой вот 35-й желтый. Мне кажется, и желтый подходит, и зеленый подходит. Но вот сочетание зеленого и розового мне на данный момент нравится больше. В общем, когда я свяжу платье, я уже сделаю поясок и приделаю его. И также вывяжу на голову повязочку, как у кошечки. И сделаю там какую-нибудь розочку. В общем, немножко в другом стиле у меня зайка получится. Вот сейчас главное выбрать, какой цвет для дополнения взять. Вот, мне кажется, будет очень ярко и красиво. И, надеюсь, заказчику понравится. Но если не понравится, то перевяжу в каком-нибудь другом оттенке. Это, ну, не так сложно. Вот. Но пока мне вот это сочетание прям вкусное очень. Вот, наверное, вот так я буду пробовать. Вот так. Сейчас же я хочу вам показать в руках еще одну готовую работу. Зайку в сарафане. Я ее довязала вчера. Посмотрите, какая она получилась. Это не зайка в сарафане, а зайка в платье. Вот такая вот она, заюшка в пышном платье. Платье взято из мастер-класса по кошечке Асе. То есть, если вы приобрели два моих мастер-класса, и на зайку в сарафане, и на кошечку Асю, то вы спокойно можете обменивать их нарядами, играть с их нарядами, потому что они подходят как кошечки и как зайки. Я не специально это делала, как-то вот у меня так получилось. В своем телеграм-канале, куда я вас приглашаю, конечно же, ссылку оставлю под видео. Я делала опрос о том, какой цвет все-таки мне использовать в дополнение. Вот такой вот зеленый, это номер 11 от Yarnart Jeans, или желтый, номер 35 от Yarnart Jeans. И большинство голосов, более 70%, проголосовали за то, чтобы использовать вот этот вот нежно-зеленый. Сейчас светит на меня сильно солнце, и мне кажется, цвета не так видны, но все равно. Хотя бы в руках игрушку видно. Сейчас я вам все равно ее покажу и на столе. Мне очень нравится, какая зайка получилась. Она получилась более пропорциональная, чем другие мои зайки. У нее получилась чуть-чуть поменьше головушка. Из-за того, что основной цвет Alize Cotton Gold, ниточка потоньше, а цвет комбинезона Yarnart Jeans. Ниточка здесь более пушистая, потолще. И вот поэтому получилось немножко поменьше голова. Чаще у меня у заек головы больше получается, и мне многие это пишут, и первое время как-то сомневаются некоторые, красиво это будет или нет. Но мне нравится, я люблю большеголовые игрушки, вот, поэтому я так и делала специально. На столе я вам ее, конечно же, раздену, покажу еще более подробно, как это смотрится, вы посмотрите. И вот для тех, кто купил, например, мастер-класс и хочет сделать чуть-чуть поменьше головушку, то вот как вариант использовать для основного цвета Alize Cotton Gold и для комбинезона более толстую ниточку, пушистую Yarnart Jeans, например. Тогда будет для вас более пропорционально. Ну что, перемещаемся на стол. Сейчас я вам ее покажу. Почему показать хочу сразу, сегодня? Потому что планирую ее отправить на этой неделе. Возможно, завтра я ее уже отправлю. Сейчас заказчику сфотографирую. Если все окей, если все нравится, то завтра я ее уже отправлю по почте. Ну что, сегодня вторник, я занимаюсь упаковкой вот этой прекрасной зайки, приглашаю вас присоединиться ко мне, завтра буду ее уже отправлять, поедет она тоже далеко-далеко, но по России. Решила вот эту сумочку положить в подарок, почему бы и нет. На такую сумочку я делала бесплатный мастер-класс, вот она у меня так и осталась. Я думаю,
Девчонкам точно пригодится. Подготовила коробочки со своей любимой светлой бумагой тишью. Здесь сейчас возьмем бирочки, наклеим handmade. Все как обычно. Как-то маловато для этой зайки эта коробочка, но все же она поедет в ней, потому что коробка плотная. А с окном я боюсь. Я бы запаковала с окошком, но я боюсь, она испортится. Я совсем так для вида положу вот этих вот штучек, потому что если положить много, боюсь, что зайка совсем не поместится. Так, чуть-чуть положу для такой подушечки. Ну вот как-то так пускай. Пускай так, зато не будет никак болтаться. И давайте в подарочек еще положим вот такую лягушенцию. Конечно же, сейчас какие-нибудь наклеечки еще положу. Что неприглядная коробочка получилась у меня, но сейчас я ее украшу какими-нибудь наклеечками. В общем, вот такая коробочка, такая посылочка у меня полетит далеко. Не полетит, а поедет. Конечно же, я еще упакую ее в почтовый пакет, в обычный. И завтра поеду уже отправлять. Процессы на данный момент. Достала свою розовую коробочку для того, чтобы подобрать цвета. Вот для такой вот медузки. У меня все чаще и чаще начали спрашивать мастер-класс на нее. И я хочу связать такую медузку в розовом цвете. И вот сейчас буду подбирать цвета. Конечно же, я 59-й буду использовать для вязания вот таких вот тоненьких косичек. Я сейчас также возьму молочный оттенок 0,3 Yarnard Jeans. Для основного цвета буду использовать что-то побледнее. В общем, сейчас посмотрю, что придумать. Я подобрала вот такие цвета. 59-й Yarnard Jeans. Это, по-моему, 83-й. 74-й Yarnard Jeans. И вот это я не помню, какой цвет, розовый. Этикеточки, к сожалению, не сохранилось. Тоже Yarnard Jeans. Это будет основа моей основа моей медузки. И вот сейчас начну вязать и параллельно буду фотографировать, делать мастер-класс. Хотела еще показать счетчики рядов. Вот этот вот вы помните, он мне очень нравился. Я себе купила еще один розовый. Такой, потому что бывает несколько процессов и неудобно. Хочется, чтобы для каждого процесса был свой счетчик рядов. Ну, естественно, я тут буду использовать розовый. Как же. В общем, вот. И всегда, кстати, у меня лежит крем для рук в процессах. Я, ну, такие как-то покупала в Новый год, мне кажется. Себе тут штук 5, наверное, было. И так удобно их класть и в процессы, и постоянно ручки смазывать, чтобы не сохли. Вот такие вот у меня сейчас дела. Вот моя стандартная сумочка с процессами. Здесь я начала вязать медузку. Пока не знаю, что получится в итоге, потому что я посмотрела свои записи, и в записях у меня там практически ничего нет. В общем, буду опять вспоминать, как я вязала. Хочу сделать на нее мастер-класс, потому что такие запросы у меня тоже есть. Девочки спрашивают, есть ли мастер-класс вот на такую медузку, ну, погремушку для ребенка.
В общем, для девочки стало. Для мальчика у меня уже есть, вот будет еще для девочки. И потом третью, когда буду перепроверять свой мастер-класс, хочу третью связать из желтого цвета, нейтрального такого. Надеюсь, что на этой неделе я завершу, уже не знаю точно мастер-класс, но игрушка точно будет готова. Не могу с вами не поделиться той прелестью, которая у меня получилась. Я прям я нескромно буду себя хвалить, потому что я в полном восторге от этих медузок. Боже, как они мне нравятся. Ну, я не знаю. Меня, в общем, просили немного человек, но достаточно, чтобы я сделала мастер-класс вот на медузку, на синенькую. И вот я сделала на розовую. И вчера еще довязала желтенькую, перепроверила этот мастер-класс. И вот какие они у меня смешные получились. Сейчас отражатель поставлю, потому что непонятно как-то на улице вроде солнышко, а все равно темно. Ну, вы знаете, что солнечный свет, он наоборот создает такую темноту. Вот с отражателем, например, так. И вот так без отражателя. Разница. Оп. В общем, я сейчас делаю фотографии, и как мне они нравятся. Во всех гремелки. В синенькой у меня вот такое обычное колечко, а здесь колечки, которые пластмассовые, с Алиэкспресс. Мне надо будет еще таких же заказать. Мне они больше нравятся. Пусть они смотрятся не так эстетично, как вот это вот деревянное, но они более практичные, и их можно... Ну, в коляску, на кроватку, в общем, куда-нибудь на ручку какую-нибудь, ящика. Куда-нибудь, в общем, их все время можно подвесить. Они такие более практичные получаются. Поэтому я хочу делать на них. Были бы они вот еще... Ой. Были бы вот они еще какого-нибудь цвета, серенького, беленького. Они все вырви глаз. И не всегда подходят к той пряже, из которой я вяжу. Вот, например, вот у этого желтого. Ну, правда, тут есть вот такие вот яркие щупальца. И колечко, в принципе, тоже такое яркое. Более-менее подходит. В общем, вот такие прекрасные, прекрасные медузки. Безумно они мне нравятся. Сейчас попозже расскажу, какие у меня еще идеи возникли, что повязать. И пока я тут на подоконнике расположилась в красоте, я хочу вам показать, что еще я вяжу. Это вот такие вот носочки у меня получаются. Вяжу я эти носочки вот к этой, в набор, вот к этой медузке. Ну, как планирую. Тут более-менее подходит цвет пряжи, но не очень, конечно, подходит, но подходит. В общем, у меня есть к синей медузке, у меня есть пинетки. Вот вяжу сейчас к желтой. Номер цвета давайте я вам напишу сбоку. А вообще-то нет, напишу вам или расскажу номер цвета позднее, когда довяжу. Я уже практически заканчиваю. Думаю, и вторую я на этой неделе тоже осилю. По поводу цвета. Цвет мне, это Gazelle Baby Wool XL. Цвет мне, честно сказать, не совсем нравится. Как я уже и говорила, он какой-то такой, ну, знаете, грязноватый. И даже когда из него вяжешь, попадаются какие-то черные ниточки, черно-серые ниточки. Я их вытаскиваю. Ну, в общем... Не очень мне нравится этот цвет, но так как я уже купила, то мне хочется попробовать все-таки связать. Не будут же эти моточки лежать, я его, конечно же, истрачу. У меня 3 мотка таких. Вот один моток точно на пинеточку пойдет. Для розовой медузки у меня тоже есть нежно-розовый Baby Wool XL, и из него я тоже свяжу пинеточки. И далее я... буду для желтой и розовой делать еще погремушки. Сначала у меня была идея сделать погремушку для розовой китенка, вот из такого 59-го оттенка, яркого. Также и получился бы такой же набор, как и вот голубой, морской. Но сейчас у меня уже другие идеи появились. И эти идеи пока в процессе такого создания в голове. Пока что они только в голове. И мне очень хочется связать какую-нибудь интересную рыбку и сделать на нее свой мастер-класс. Но я пока думаю и пока не уверена, что у меня получится и получится ли это вообще. Поэтому вот, ну что у нас, четверг. Вот сегодня я, значит, доделываю мастер-класс на медузок и довязываю носочки. И, скорее всего, вечером, даже если не успею пинеточки довязать, вечером я уже сяду и начну пробовать вязать какую-нибудь рыбку. У меня бывало такое, что не получается то, что я задумала, и я это откладываю, поэтому я сильно себя напрягать не буду. Если не получится, ну, значит, не получится.
Если не получится, в общем, всем навяжу китят. Это навяжу из 59-го цвета китенка, этому свяжу китенка вот из такого яркого желтого цвета. Думаю, будет красиво. Но хочу попробовать все-таки что-то более оригинальное. Ни у кого я еще не видела таких морских бэби-боксов с рыбками. Может быть, плохо смотрела. Но, в общем, то, что мне понравилось и захотелось бы повторить, я не видела. Поэтому буду пробовать. И рыбку я хочу сделать какую-то смешную. Но не знаю, какая получится, как пойдет дело. Чуть-чуть попозже вам уже покажу, может быть, завтра к вечеру или утром в субботу. Покажу, что у меня получилось, на каком этапе мои процессы. И они, кстати, такие легкие получаются. Друзья, а вот и пятница. Время пролетело просто по щелчку пальцев, незаметно, стремительно. И мне кажется, что я вроде бы ничего не успела, а с другой стороны, ну, все-таки я успела, я даже сделала мастер-класс. В руках вам еще раз покажу этих медузок классных. Мне они очень нравятся. Я прям тащусь от них. Можно видеть, что вот это вот синенькое поменьше, это у меня первенец, и поэтому он немножко покороче у него здесь эти щупальцы. А когда я сделала мастер-класс, то решила их чуть-чуть удлинить, и вот так вот у меня получилось. Розовое, зеленое и желтое, такие яркие цвета. Прям вот обожаю, очень мне понравились. И все-таки вот на этих колечках они мне нравятся больше, потому что они мобильнее. А если вот эту, то ее просто в ручках можно носить, и все. Все они гремят, все это погремушки, игрушки. И вы, наверное, все уже давно знаете, кто вязал уже таких медузок, что вот эта вот их часть, вот эти вот приятные щупальца для новорожденных максимально полезные, максимально приятны, потому что они напоминают пуповину, и когда ребеночек держится, вот перебирает своими ручками маленькими вот эти щупальца, то он более успокаивается, он вспоминает себя там в животике и лучше развивается, как вот есть такое вот мнение, как говорят. Поэтому мне кажется, что это супер крутая игрушка для подарка новорожденному, мамочке. Прям классно. Вы знаете, что у меня уже есть набор вот с такой вот синей медузкой. И я вот к этим вот медузкам тоже захотела сделать наборчики. Сначала тоже думала связать китят, но мне захотелось что-то нового. Мне скучно вязать одно и то же. Ладно бы это еще и покупали постоянно, но вот у меня синий набор до сих пор не продан. Он так у меня и висит. Но я, если честно, особо его и не выкладываю. Мне есть кому это все подарить. Вот, поэтому я как-то и не расстраиваюсь по этому поводу. И вот какую рыбку я связала к желтой медузке. Мне очень интересно ваше мнение. Сейчас на камере не очень хорошо, мне кажется, видно. Я вам чуть-чуть попозже покажу это поближе, когда довяжу еще пинетку. Я связала одну пинетку, тоже желтого цвета, но мне нужно еще одну связать. И вот я сегодня свяжу, завтра, наверное, днем я красиво отсниму это, отфотографирую и уже вам покажу полноценный набор, что у меня получилось. Ну, мне кажется, здорово, они вместе смотрятся. Какие-то они, ну, вроде на мордочку похожие, получаются одинаковые. Рыбка разных я попробовала вязать рыбок. У меня было несколько вариантов. Вот, к сожалению, сейчас с собой не взяла другие варианты. Но они мне не понравились. И вот в итоге мне хочется как-то более простому это все идти. В итоге у меня получилась вот такая вот
рыбка фугу, что ли, может быть, она называется, я не знаю. Пишите ваши честные комментарии, как вам она. Я видео сейчас вставлю с завтрашнего дня, если я довяжу пинетку, то я видео вставлю вам. А если не довяжу, то тогда это будет на следующей неделе, потому что мне хочется показать полностью весь набор. Она, конечно же, гремит. На колечке держится довольно хорошо, плотно. Не такая уж она и тяжелая. Осьминожек. Я сделала мастер-класс. Он у меня уже готов в PDF-формате. И что я решила? Мне не хочется проводить тестирование по этим осьминожкам. Это не такая уж сложная игрушка. И поэтому в своем телеграм-канале я выложу этот мастер-класс в свободном доступе на 2 дня, на субботу и на воскресенье. И в эти дни, субботу, воскресенье, вы можете, если хотите, бесплатно его скачать себе и повязать. Я буду благодарна вам, если вы оставите, во-первых, отзыв мне по самому мастер-классу и по игрушке, которая у вас получится. Буду безумно благодарна, если вы меня также отметите в социальных сетях, если вы выкладываете там свои фотографии. И также буду, конечно же, вам благодарна, если вы мне отправите донат, любую сумму денежки, какая для вас наиболее подходящие за этот мастер-класс, хоть 10 рублей, хоть 5 рублей, хоть 20, хоть 50, хоть 100, без разницы. Можете вообще ничего не отправлять, как считаете нужным. Можете сразу отправить, можете там эту денежку перевести после того, как свяжете, понравится или нет. Возможно, вам этот мастер-класс не понравится, и вы не захотите, например, никак меня благодарить. Но мне было бы очень приятно. В общем, на 2 дня я этот мастер-класс выставляю в бесплатном доступе только в телеграм-канале. То есть не просите меня выставлять его в других социальных сетях, не буду. На телеграм-канал я оставляю вам ссылочку под этим видео, поэтому переходите и добавляйтесь. Мне кажется, что там находятся самые такие люди, которые наиболее преданно и с интересом следят за моим творчеством, и в качестве благодарности я вот вам как бы дарю этот мастер-класс. В понедельник я его оттуда удаляю, и он будет платным, стоить, скорее всего, будет где-нибудь 250 рублей, я думаю, ну, может быть, 250 рублей, наверное, я на него сделаю вместе вот с такой вот рыбкой будет идти. Я на эту рыбку сделаю мастер-класс, и вот он у меня будет совместно рыбка-погремушка и вот такая вот медузка идти. Как бы набор для малыша. В понедельник я этот мастер-класс удалю из своей группы, и он у меня уже будет платным. Выставлю я его ВКонтакте и на Бусти тоже. На Бусти чуть-чуть будет подороже. Ну, в пределах 200 рублей, 200, 250 рублей. Я еще подумаю, сколько поставить за этот мастер-класс денежку. Поэтому у вас есть 2 дня бесплатно его получить, если вы подпишетесь на меня в Телеграм. На этом я буду с вами, друзья мои, прощаться. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши отзывы, за ваши комментарии. Буду благодарна, если вы напишите вот про эту рыбку что-нибудь, какие-нибудь слова, понравилась она вам или не понравилась. Каждое мнение мне очень важно, потому что я прислушиваюсь к вашему мнению и, исходя из него, вяжу, стараюсь вязать те или иные игрушки. По поводу кукол, мастер-класса на куколку Женечку и на мальчика Женечку, я буду постепенно дорабатывать эти мастер-классы, довязывать одежду. Я сделаю мастер-класс на одежду для мальчика Женечку, сделаю комбинезон и, скорее всего, ботинки и кепку. И добавлю в мастер-класс. И те, кто уже ранее покупал мастер-класс, то вы можете мне написать, если вам интересно, я вам бесплатно отправлю мастер-класс на одежду. Но он будет, в общем, входить в основной мастер-класс, чтобы по нему можно было связать как девочку, так и мальчика полноценно в одежде. Вот такие вот у меня планы на будущее. И также у меня в планах все-таки выпустить бесплатный мастер-класс по вязанию держателя для соски. Он у меня отснят, мне остается только смонтировать, но временно это надо на все. И дальше я планирую продолжать вязать
какие-то интересные бэби-боксы. Вот к этой вот медузке мне тоже хочется связать какую-нибудь интересную игрушку. Возможно, это тоже будет рыбка, а возможно, это будет китенок. Не знаю, посмотрю. Приглашаю вас подписаться на мою группу ВКонтакте или на мою личную страницу. В группе ВКонтакте вы можете найти все мои имеющиеся мастер-классы и приобрести их. Тем, кто проживает за границей, то приобрести мастер-классы вы можете на моей странице на сайте Boosty. Ссылочку я также оставлю вам под видео. На этом буду завершать это видео. Если я успею довязать пинеточку, то я вставлю сейчас после прощания дополнительное видео вам. Ну, просто видео самого наборчика этого небольшого. А на этом все. Пока-пока. Увидимся с вами в следующем видео. Надеюсь, вам было интересно. И если было интересно, то прошу вас поставить мне лайк и написать пару добрых слов. Это поможет мне продвинуть канал выше, а сейчас летом это особенно необходимо. Всем пока-пока и до новых встреч!